Вот это получается июль 2014 года, да. Это на территории Снежанского машиностроительного завода. Вот как раз там эта техника, и его стоит Терекон. Это уже получается весна 2015 года, вот эти фотографии. То есть, получается, это практически на передовой. Это как раз птуром отработали по позиции пехоте. И вот с этим как раз с обломком этого птура я позирую. Вот это как раз вот мой взвод. Вот белорусы, они погибли в Сирии. Москаль тоже погиб в Сирии. Док тоже, по-моему, в 2018 году погиб в Сирии. Там взрыв фугаса практически сразу там погиб. Короче, убили. Ощущение, вот я помню еще 2014 год, ощущение свободы, именно, скажем так, ощущение, что ты вершишь историю. Это уже не было ни осенью 2014 года, ни в 2015 году, это было именно вот весной-летом 2014 года. И вот, к сожалению, все вот это вот ушло в никуда. Просто это все вот стараниями, скажем так, ну, тех, кто там пытался все это как-то заглушить, там, не знаю, какие-то хитрые планы свои продавить, это все просто вот ушло в никуда. А потом, когда стало очевидно, что ничего не получится, то вот все пошло, как пошло уже вот это вот 24-го, 2-го, 22-го года. Також является гражданин Российской Федерации, болезнь в несном следственном месте на территории города Москвы в период с 5.08.22 по 26.01.23 разместил на всеобщее обозрение публикации в мессенджере Telegram на своем канале с наименованием Moscow Calling, тем самым публично распространил открытый доступ для неограниченного круга лиц под видом достоверных сообщений, заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании вооруженных сил Российской Федерации. Таким образом, Пушкин обвиняет в совершении преступления, предусмотренного пунктом Д, частью 2 статьи 207 прим. Т УК РФ. Вы согласны с предъявленным обвинением? Согласен в той части, что... Частично. Частично. Все так. Вину признаете в совершении указанного преступления? Признаю частично. Частично. Желаете вы или ваш защитник высказать позицию предъявленному обвинению на данном этапе? Мой совет слова своему защитнику. Но это как раз, это специально именно вот этот филиал создан именно вот под меня, можно сказать. То есть, потому что когда я тут не работал, то филиала не было. То есть я как раз нашел тут людей, там, организовал там и технику, там, и все остальное. Мы занимаемся разработками, в принципе, самыми разными, в первую очередь в области систем управления, но как бы делаем мы разные. Например, тут мы делали расчеты вентиляторов, которые используются в кондиционерах в поездах. Я считаю все-таки, что моя война, она будет не где-то там. Потому что тут просто обстоятельства могут развернуться так, что все будет очень непредсказуемо уже здесь. Это может быть военный переворот, это может быть смута, это может быть там еще что-то. Это, к сожалению, это все очень непрогнозируемое. Единственное, что, ну, что достаточно хорошо прогнозируемое, что в силу того, что потенциал Запада в 15 раз, ну, ВВП там и так далее, превосходит российский потенциал, а союзников у России, за исключением, допустим, там того же Ирана, который, ну, у него мизерный там ВВП, нету, то эта война однозначно будет, ну, иметь понятный тренд как бы на поражение как бы РФ в той или иной форме. Ну, обычный спальный район. Все. Вот сделал, конечно, у меня особо не было на него времени, но хоть чтобы люди не скучали. Впереди дорожные работы. Не о чем как бы жалеть, потому что я делал правильные вещи. Мы, соответственно, помогли в силу своих возможностей народу осуществить свое законное право быть хозяином на своей земле, то есть самим решать, как жить, потому что единственным источником власти является народ. Если народ решил, допустим, не хотим быть Украиной, хотим быть там Новороссией, там ДНР, ЛНР, Россией, там чем угодно, соответственно, это его законное право, и это право должно быть претворено в жизнь. И, собственно, за это мы и боролись.
Ну, я, в принципе, гуманитаркой не занимался с самого начала этой спецоперации. То есть я, скажем так, не являюсь ее сторонником, особо там не поддерживал там и так далее. Вот, поэтому я не занимался гуманитаркой. Но когда началась мобилизация, когда пошли вот эти вот видео огромным, просто когда я видел, насколько там все это печально с экипировкой, сам с тем, что ему выдают там и так далее, вот просто понял, что люди просто окажутся вот на передовой, а у них в лучшем случае из медицины будет только жгут эсмарха и этот индивидуальный перевязочный пакет. Вот, которым, ну, они просто успешно вытекут, как бы, и все, и на этом все закончится. Так, ты в большой коробке аптечки заберешь? Да, можно в большой, можно в маленькой. Ну, собственно, вот. Алан Юрьевич нам любезно предоставил площади своего интернет-магазина Еношу. Магазин сборных моделей. И, между прочим, эксклюзивные есть эти модельки тоже. Ну, увлекался раньше модельками, только денег не было. Вот сейчас решил закрыть гештальт. Просто вспомнил мечту детства. И все. Вот, это получается, да, это у нас было, ну, не считая того, что одну аптечку предположительно спиздили на таможне, вот, у нас было 199 аптечек. Все они, в принципе, уже разошлись. Это вот осталась последняя партия из 13 штук, которая пойдет вот моему сослуживцу по ополчению Донбасса 2014 года, позывной «Тень». Он, получается, командир батальона, мобилизованных именно донецких. Там понятно, что никакой уровень снабжения, поэтому мы как-то вот постараемся ему, скажем так, помочь. Тут вот, как бы, видишь, получается такая комплектация. Жгут. Сорян, не жгут, это турникет. Этот бандаж гемостатический. Это на случай переломов шина. Тоже вот эти вот гемостатические эти бинты, салфетки, вот эти так называемые Z-образные, которые в рану засовываются. А также наглазник на случай повреждения глаз. Да, очень, это вот это самая богатая комплектация из тех, которые как раз были у Рина. Я, например, не разделяю совсем взглядов Андрея. Считаю, что каждый должен помогать в меру своих сил. Не подписан на мой канал, не читает мои посты. И это тоже. Да. Здесь наши взгляды полностью противоположны. Ну и также более радикально отношусь к противнику. Считаю, что как бы время жалеть противника уже давно прошло. Не знаю, для меня это дело честь. Там как бы народ нуждается в помощи, и вот так вот просто опускать руки, ну, со словами мы проиграли, мы все умрем, я не могу. А там, кстати, написано там для дочки там и так далее. А как они там? Да. Надо написать там для дочки и для Тени. Не найдет по ссылке адресата. Угу, спасибо. Хочешь? Да не надо. Думаю, не украдут. На коробке напиши «Дочка Тень». Ну, видно, что человек уже не первый раз коробки тягает. Идеально. Все, давай. О, нормально. Можешь даже примерить, попробовать. Ну, давай. В смысле? На тебя? На меня? Важно. Ну что, идет? Летит. Так, подгоняем автобус, суем его. И на фронт. Ну, так, в принципе, удобный. Ну, там подрегулировать надо, конечно, там и так далее. Ну, так вообще четкий. Так что, если что, поедем. Ну, вообще четенько. Ну, что? До скорой встречи. Давай.
7, 8, 9, 10, еще 2, 11, 12. Молодец. Типичный пример. CNN со ссылкой на свои источники сообщает, что потери составили такие-сякие. Берем, ищем CNN. Но видишь, ссылки на CNN нигде нету. То есть только получается ссылки, грубо говоря, там друг на друга ссылаются. Такие дела. Такой вот постик получился. Ну, пока коктейль пьется, можно немножко посмотреть реакцию на пост. Ну, смотри, в принципе, зашел. Вон, 173 лайка, там люди ржут, люди вот это пальцы вверх ставят. Мам, я хочу CNN. У нас есть CNN дома. CNN дома. Вон, люди, смотри, это зеркалят. CNN со ссылки на свои источники в Кремле сообщают о потерях ВС РФ. Убитые, раздавленные, утопленные, там, 362 тысячи человек, там, дезертировавшись, там, придавлено унитазом 24 тысячи человек. Умалишенный 140 миллионов человек. Слышь, петух, короче, ты нарвался, блядь. Перед хохлами будешь там себя смелым воином выставлять. Ты, сука, даже не представляешь, что с тобой будет, Андрюшка. Бля, короче, приколюха. Я думаю, вот смотрите, где Андре живет на первом этаже. Вот здесь вот эти окна, да? Или, короче, вот здесь вот, короче, чисто окна с жалюзи. По-моему, андроид закрылся от мира. Андре! Андре, заебал, выходи! Готовься, готовься, дружочек, готовься. Потому что ты, сука, будешь умолять на коленях. И рыдать будешь. Ополченец, блядь. Говно ты, а не ополченец. Земля твердая. Я думаю, следов тут никаких не осталось. Вот отсюда хорошо заметно, что оба стекла повреждены. А это уже как бы вторая попытка нападения, получается, уже в позапрошлую пятницу, то есть 28 получается апреля. Как раз у меня была попытка нападения, собственно, примерно вот здесь. Вот. В принципе, предварительная информация есть, кто это такой. Это Парусов Иван Денисович, потому что он особо не скрывается, он админ вот этой вот моей хейтерской группы, которая, собственно, координирует там все эти нападения, там всю эту клевету, которая в мой адрес льется и так далее. То есть он, получается, сидел здесь, вот я выхожу, вот он на меня посмотрел, он меня узнал, говорит, это ты, тебе пизда, подорвался ко мне. Вот, я его сходу, получается, вот так вот баллончиком херак в лицо. Он, короче, падает на асфальт, держится за лицо и орет. Просто реально начал орать. Вот, потом, получается, он подорвался, побежал вот в том направлении. Вот, причем я еще за ним побежал, он от меня, короче, убегает. Скажем так, не хочу такие уж прям параллели проводить, но есть у нас одни деятели, которые думали, что они там за 3 дня там все вопросы решат, там поставят всех на колени там и так далее, там всех нагнут. Но пошло все немножко не по плану. Тут я думаю, что был примерно план такой, что типа я там сходу обосрусь, я там, не знаю, там поплыву там и так далее. Вот, когда все пошло не по плану, они перешли просто вот к такому вот откровенному террору, причем моих родных. Алекс Паркер, просто у него не подписано, поэтому... Ну вот, Алекс Паркер. Набираем, поднимаем ставки.
Вот, поднимаем ставки. Поскольку Мухасранск, то есть это я, известен всем и где он живет тоже, предлагаю себе следующую сделку. Те, кто совершит успешное нападение на Мухасранска, то есть на меня, и нанесет ему тяжкие телесные повреждения обязательно в области головы, получит от меня 10 тысяч долларов. Вот, все подписчики, все интернет являются свидетелем сделки, это не шутка. Ну, у них, опять-таки, в основном борьба какая? Во-первых, угроза, это кстати, психологическое давление. Во-вторых, в огромном количестве просто клепают доносы. То есть они даже, получается, призывают там в своих этих группах, там, это репостить, типа, вот, смотрите, там, форма доноса, грубо говоря, там, пишите там туда-то, туда-то, вот там он сказал то-то, 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 он там дискредитировал нашу армию, а там, допустим, переходишь по ссылке, что, в чем заключается дискредитация? Я говорю, вот, например, там удар, там, допустим, по электростанции, там это не военный объект, то есть 5-10, там что это такое? Вот, это, конечно, может не сыграть, потому что ну, банально, грубо говоря, какая мотивация получается допустим, у этих силовиков? Первая мотивация – это срубить галочку, там, палочку там, и так далее, что типа вот там ты раскрыл какую-то… А тут гораздо проще рубить на всяких там учителях, врачах, там не знаю, отцах-одиночках, которые там что-то там не то выложили, благо таких до хрена, нежели, допустим, связываться с ополченцем, у которого, допустим, там крупный канал, который там лично знает Стрелкова там, и так далее. То есть, грубо говоря, там может там что-то просто банально прилететь, типа ты на кого вообще наехал, чувак. Какие люди? Что мы делаем сегодня? Тайник его. Ну, то самое, что делаем раньше, просит избрать стражу на 2 месяца. Мы просим отказать в ходатайстве в принципе, или мы просим избрать домашний арест или запрет определенных действий? Я считаю, лучше домашний арест. Хорошо. Это более строго, чем запрет определенных действий, понимаешь, да? А в чем заключается более строгость? То есть это должны дома сидеть? Да. Ну тогда давай запрет определенных действий. То есть сидеть в телеграм-канале. Какой-то хитренький. Скажи, нет, оба варианта предполагают, что ты не будешь пользоваться интернетом. Домашний арест. Слушай, у меня в этом плане опыта нету. Я не знаю, как лучше. Я с тобой советуюсь. Подскажи мне. Мне бы хотелось ходить на работу. Мне дома будет скучно. Я понял. Андрей, а за что вас арестовали, вы понимаете? Ну, я думаю, а я могу вообще общаться с журналистами или как? Не решить. Ну, в принципе, да. Ну, конкретно за посты, которые касаются, посты 22 года, касаются обстрела больницы и касаются обстрела дамбы, то есть сопровождающихся какими-то там разрушениями и гибелью там мирных жителей. Касательно за эти посты. А когда вот вы их писали, вы понимаете, как такое может случиться? Ну, все-таки в 22 году не были такие жесткие сроки, как вот сейчас. Сейчас вот в марте 23-го очень сильно ужесточили эту статью, поэтому, соответственно, тут все немножко по-другому. Все, начинаем. Суд постановил в удовлетворении ходатайства следователя Черемушкинского межрайонного следственного отдела Следственного управления по ЮЗАВу ГСУ СК РФ по городу Москве Торде об избрании Куршину Андрею Владимировичу меры пресечения в виде заключения под стражу и ходатайство защитника об избрании мер пресечения в виде запрета определенных действий отказать. Избрать в отношении обвиняемого Куршина Андрея Владимировича меры пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 27 суток, освободить Куршина из-под стражи в зале суда. Обвиняемое постановление понятно? Так точно. Все, судебное заседание закрыто. Копию постановления сейчас получите. Что скажете? Ну, честно говоря, я немножко разочарован, потому что не запрет определенных действий. Мне дома сидеть будет скучно, так что приходите в гости, чайку налью. Как ты? Да все нормально, все хорошо. Сейчас куда? Сейчас домой. Домой? Вот. Ихний.
Это у меня бардак так и остался с обыска. Честно говоря, немножко побаиваюсь повторного обыска, поэтому не то что побаиваюсь, мне как бы скрывать нечего, просто не хочу наводить порядок, что тут опять пришли и начали искать нашивки правого сектора, флаги Украины, там, не знаю, грамоты от СБУ там и все прочее. Снова там все переворошить. Поэтому мне как-то западло сейчас порядок наводить, особенно в той комнате. Меня еще там просто срать устроили. Вот. Пока так. И вот, тоже мне товарищ подогнал «Щит и меч». Со словами «любимая книга Путина». Ну, я не знаю, так это или не так, но в руки еще не дошли почитать. Там, может быть, дойдут. Ну, как адвокат говорит, в принципе, вероятность СИЗО, скажем так, крайне мала, учитывая, что они подали ходатайство на продление меры пресечения, а не на ее изменение. Но все равно мы не исключаем, скажем так, каких-то там сюрпризов, что типа там в последний момент они выйдут там с новым ходатайством, типа вот в связи там с вновь открывшимися обстоятельствами мы там хотим его закрыть. Вот, поэтому как бы надеемся на лучшее, готовимся к лучшему. Ну, рыльно мыльное. Я думаю, к этому вопросов не возникнет. Ну, вот, в принципе, и все. Так сказать, узелочек собран. Завтра в часа в 3 уже на суд поеду. На самом деле, вот, реально гениальное произведение, это похождение бравого солдата Швейка. И актуально даже сейчас. Ну вот, например, цитата. «Рассказывал мне фельдфебель Генгер, что в начале войны господин капитан Сагнер вздумал где-то в Черногории отличиться и гнал одну роту за другой на сербские позиции под обстрел пулеметов. Несмотря на то, что это было совершенно гиблое дело, и пехота там вообще ни черта не сделала бы, так как сербов с тех скал могла снять только артиллерия. Из всего батальона осталось только 80 человек. А вчера он будто бы распространялся на собрании, что мечтает о фронте, готов потерять там весь маршевый батальон, но себя покажет и получит знак отличия». То есть, учитывая, что сейчас как проходит штурм Авдеевки, где вот как мне вот буквально там вчера там ко мне товарищ приходил, там, скажем так, показал, там какой там пиздец творится, вот, а что, скажем так, абсолютно не меняется ничего. Профессий у меня много. Другой вопрос, что, как говорится, знаешь, это раньше сядешь, раньше выйдешь. Но лучше вообще не садиться, конечно. В школе еще какой-то движ происходит. Тут там по лестницам входит. Из актового зала. Может, репетировали что-то. Кто их знает. Люблю первый снег, на самом деле. Город сразу как-то интереснее становится. Ну, может, такое детское ощущение Нового года, кто знает. Войдем и установим свою личность. Следователь огласит суть заявленного ходатайства о продлении мер пресечения в виде домашнего ареста до 28 ноября 2023 года. После этого либо с вероятностью 99% продлят домашний арест, либо удовлетворят наше ходатайство на запрет определенных действий. Которое мы очень красиво обоснуем. У нас всего одно обоснование. Но оно будет красиво. Конечно. Это я тебе гарантирую. Ну, только слишком долгими речами. Нет, оно будет недолго. Есть что добавить? Да, есть. Когда меня 31 числа, 31 августа задержали на Ленинградском вокзале, куда я приехал из командировки в Санкт-Петербург,
Вот. И, соответственно, предъявили мне обвинение по пункту Д части 2 статьи 207.3. Я не поверил своим глазам, поскольку там было написано, что я действовал на основании ненависти к вооруженным силам Российской Федерации. Я участник боевых действий в Донецкой Народной Республике, воевал там с июня 2014 по август 2015 года. У меня сослуживцы до сих пор находятся в зоне СВО. С началом численной мобилизации я через свой канал, через телеграм-канал Moscow Calling, собрал практически на 2 миллиона гуманитарной помощи, то есть аптечки, тепловизор, запчасти для коптеров для моих сослуживцев, с которыми я с 2014 года был вместе. А сейчас меня обвиняют в том, что я действовал на основании ненависти, получается, к своим друзьям, к своим сослуживцам. Это просто, я, честно, не поверил своим глазам, когда все это увидел. Вот. И касательно патента, который, соответственно, находится в открытом доступе в сети интернет, взрыватель корректирующий для вращающегося артиллерийского снаряда. То, собственно, это как бы как раз то, чего не хватает нам, нашим вооруженным силам, против которой применяют вот снаряды типа «Химарс» и «Вискалин». Вот, у нас, скажем так, аналогов прямых нет, нам приходится применять какие-то совсем такие уже, или, не знаю, там, неуправляемые, либо уже устаревшие, скажем так, виды вооружений, типа «Краснополь», которые, соответственно, не обладают должной эффективностью. В результате потери, скажем так, достигают значительных величин людских и в технике. Собственно, у меня все. Суд удаляет следование основания. Заходи. Давай. Самая нужная книга, которая человеку, который сидит на домашнем аресте, книга о депрессии, книга там о мании, там еще о чем-то там. Я уже прочел. Ну так пролистал. Значит, я у тебя это изымаю. Бери. Ну это просто, чтобы они просто обосновали там, на каком основании они... Чтобы они прислали дело, и с делом мы увидим. Ну, логично. На каком основании тебя включили в реестр иностранных агентов. Обычно так делают. Подают какой-нибудь общий риск, истребуют дело, смотрят дело, и после этого уточняют иск. Отлично. Для России это стало обязательно. В принципе, да. И что касается иска на Ньюста, я там не хочу все писать, все, что можно. Я хочу писать только о иностранном влиянии. Ну, точнее, об его отсутствии. Про деятельность написать вообще смысла нет. Они ее обоснуют. Ну да. Про политические преследования тоже писать смысла нет. Ну, это не к ним. Ну, некоторые к ним идут. Стратегия наша остается неизменной. Я жду, что когда мы дойдем до судебного процесса, мы сможем обосновать суду, что здесь присутствуют иные мотивы совершения деяния, не связанные с политической ненавистью. И тогда, если суд с нами согласится, он переквалифицирует деяние на часть первую, это станет преступлением средней тяжести. И тогда, скорее всего, ни о каком наказании, связанном с лишением свободы, нам говорить не придется. До 10 лет лишения свободы предусматривает статья. И, как мы видим, практику самых резонансных случаев дают 6-7 лет.
людям обычно, но, опять же, самые резонансные эти случаи отличаются тем, что ни один подсудимый там даже частично не признает свою вину. У нас другой случай. У нас признание вины, просто несогласие с квалификацией. Нету части второй, есть часть первая, потому что не политическая ненависть, а иные мотивы. Мотив – желание раскрутить телеграм-канал. Именно поэтому в телеграм-канале публикуются не только новости, которые, как следствие считает, дискредитируют вооруженные силы Российской Федерации, но и новости, в которых четко написано, когда, например, вооруженные силы Украины совершают военные преступления. Я пошел. Нет, что я оденусь сначала. Успехов и хороших выходных тебе. Зачем закрыл дверь? Ну вот как-то так. Ну, так обрадовались, когда все заработало. Хотя, казалось бы, не бедные люди, не хотят. Ну, это у нас такая... Ой-ой-ой. Так, это какая-то катастрофа произошла. Наверное, сильно растрясли. С Андреем мы знакомы 10 лет. Скоро будет. Ну, плюс-минус. Да. Надеюсь, что еще 10 лет проживем. Да там как пойдет. Ну, вот еще пессимистично на самом деле. В смысле? Ну что, какой у нас там возраст дожития, так сказать? Как минимум 10 лет. Сейчас главное самое такое неспокойное время пережить. Его нужно немного в микроволновке погреть. Сколько? Секунд 20. Вот он, план Б из печеньки. Печеньки это не готово. Вот его микроволновка. Вот можно сказать, что у нас микроволновка есть. И телевизор. Да. Развенчиваем мифы. Где-то раз в неделю стараюсь навещать, потому что сидит дома. Ну, никого не видит. Цвета белого не видит, да, так сказать. Цвета белого. Я тоже прихожу, иногда новости рассказываю. Так. Посидеть. Ну, то мало ли, что завтра будет. Может, и меня закроют. Андрей очень пессимистично настроен, уверен, что нас его посадят. А я наоборот говорю, да ничего тебя не посадят. Вот, скоро отпустят. Правда, это длится уже. Ну, может, будет где-то посередине. Давай. Как-то. За справедливость в суде. Там причем за него все переживают, ну как все. Даже те, с кем он сильно поссорился, когда в ДНР был. Ну, прям тоже такие вот. Как там, один товарищ, с которым он крепко очень поссорился, прям вот. Сильно, в общем. Но. Звонит мне как-то, точнее, не звонит, а пишет. Типа, вот что такое, я слышал, его арестовали, мол, все дела. Я говорю, ну да, было дело. Он, говорит, обидно, конечно. Он, конечно, дурачок, говорит, но это же наш дурачок. Типа, переживаю за него. Так, смотри, это надо, чтобы... Как? Да. И вот как? Старайся сомкнуть челюсть. План такой. Вот я, короче, что-то делаю, ты там, получается, там этот... ну, подходишь со спины, и я... Резко оборачиваюсь. Да.
Потому что надо режим другой включить. На самом психоделическом у нас... Вот так вот. На самом психоделическом у нас авторские права. Я, получается, как бы, получил разрешение у следователя. Можно я там пойду в военкомат и, скажем так, у меня было два вопроса. Первый вопрос, собственно, легализация моей ДНРовской корочки, потому что я, соответственно, предполагал, что в случае, если, допустим, моя там корочка будет там как-то легализована, то, в принципе, я, скажем так, для себя рассматривал, что если там будет реальный срок... Нет, это план А. Нет, это план Б как раз. План А, это получается, что я получаю или условку там, или что-то вот в этом роде. Но самый прикол в том, что вот я вот думал, по своей наивности, что вот я тогда в военкомат приду, и, знаешь, я просто буду на расхват, как, знаешь, и, как называется, как первый парень на деревне, там, среди там всех женщин, когда вообще никаких мужчин нету, блин. Я думал, ко мне будет вот такое вот внимание, там, у меня будет там все, типа, все у нас... Прерву тебя, как этот поговорка, да, я первый парень на деревне, а на деревне один я. Вот именно вот этого ожидал. Думал, что все что-то мне закидают, типа, вот у нас, допустим, вот здесь есть вакансия, вот тут есть вакансия, вот здесь есть вакансия, только вот иди, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Я, как называется, получил к себе отношение, блин, что-то вообще приперся, мы тут чай пили, иди нахер отсюда. Вот, не мешай нам пить чай и там, печеньем закусывай. Вот. И как бы, собственно, и все. Власть сводит с ума, как и безнаказанность. Вот сейчас будет просто гениальная фраза. И тот, кто сейчас проверяет твой паспорт, прекрасно понимает, что ты в его власти. Знаешь, у меня все четко, нет путаницы в мастях. Факт, есть менты, есть мусора. Менты, те, кто действует в рамках закона, мусора. Те, кто пользует закон, как девочку из притона. Сила корочки с печатью и фото по форме. По городу опер, по гражданке на казенном форде. А на офшорном счете неплохо накапывала с переводом. Самая крутая слова впереди. Это, как называется, нечего терять тому, кому терять нечего. Пацанские цитаты. Волк тот, кто волк, а кто не волк, тот не волк. А кто и как будет рулить, увы, неизвестно. Может быть, говорить все это очень опрометчиво, но нечего терять тому, кому терять нечего. Если для тебя рэпчик просто развлечение, выключи этот птенчик, еще полегче. Рыбича полегче, выключи этот птенчик. Нечего терять тому, кому терять нечего. Если для тебя рэпчик просто развлечение, выключи этот птенчик, еще полегче. Ну давай, то, чтобы мы оказались в нужное время, в нужном месте. На самом деле, кстати, кто-то, например, жалеет там о том, что что-то сделал не то и так далее. Но я, например, ни о чем не жалею. Я жалею только о том, что я не сделал. Или там, может быть, там чего-то ждал, или, может быть, там не вовремя сделал и так далее. Блин, бутерброды забыл. Ну, эти вот там с тунцом или не помню с чем там, короче. Ну, чтобы там точить. А, бутерброды, да? Да, забыл. Там специально их купили для этого, для суда. Не забыли. Ну ничего, значит, сожрешь после суда. Угу. Домой приедешь и скажешь. Хотя я хз, у тебя какой план? У меня нет плана. Я импровизирую. Ты ж там что-то кричал про план А, план Б. Ты что, не построил план Б? Как ты проведешь день, когда тебя отпустят? Там в центр поедешь, по Красной площади погуляешь, не знаю. Нет. Че, на Красную площадь не поедешь?
Ну и зря. Ну, я понимаю, да. Через автоматику. Ну да. То есть мы не решим все это автоматики? Нет. Только этого геморроя. Ну да. Будет. Если я поняла, что если так, то это и автоматика. Красиво, что было. Как красиво сядут, банки с медом стоят. Ну, можно прям сюда поставить батарею там. Типа ОМОН, ты гостиница. Последнее слово читается в кино. Мы не согласны с наличием мотива политической ненависти. Абсолютно верно. Так раскаиваюсь. Ну, да. На самом деле, да, наверное, да, раскаиваюсь, потому что посты действительно не стоило делать в форме утверждений. Это факт, да. Потому что если бы это была, допустим, форма оценки, это уже не была бы статья. Просто не стоило делать. Ну, да, наверное. Все. Дальше не надо продолжать. Сейчас они опубликуют твои фотки смешные, смотрите, там Куршин смеется перед вынесением приговора суда, смеется в лицо правосудия. Да. Я еще независимо от независимо еще от приговора еще то же самое будет. Потому что не дождутся. Дождутся. Нет. Дождутся. Нет. Дождутся. Руководствуясь статьей 37-39 УПК РФ, суд приговаривает Куршина Андрея Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом Д части 2 статьи 207.3 прим. 3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев за отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе и сети интернет, сроком на 4 года. Мера пресечения избранного Куршину в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу. Взять Куршина под стражу сдали суда. Срок наказания считается одним приговором в законную силу. Соответственно, частью 3-4 статьи 72 УК РФ время нахождения Куршина под домашним арестом период с 1 сентября 2023 года по 6 августа 2024 года за честь срок лишения свободы за счет отводения домашнего ареста за 1 день лишения свободы. Соответственно, пунктом Д 4.1 статьи 72 УК РФ время задержания Куршина в порядке статьи 91 УК РФ 31 августа 2023 года до 1 сентября 2023 года, а также срок содержания под стражей 7 августа 2024 года до 11 приговора в законную силу за честь срок лишения свободы из расчета 1 день содержания под стражей за 1,5 дня побывания наказания в исправительной колонии общего режима с учетом положения части 3 статьи 72 УК РФ. Приговор понятен? Честно, я половину не слышал из-за того, что замки свои пишут. Ну, в принципе, понятно. Все, судебное заседание закрыто. Копию приговора уже получите в следственном изоляторе. Как скажешь. Андрей, комментарий. Ну, это было, скажем так, ожидаемо. Было бы странно, если было бы как-то по-другому. Опять зачем? Андрей, вы не думали на фронт вернуться? Если будет такое заключение? Я, скажем так, рассматриваю для себя такую возможность, если будет какая-то нормальная должность. Ну, скажем так, по моему прошлому. Вот. Но в любом случае, как бы, есть вероятность, что меня просто не возьмут в силу того, что команду не просто решит не заморачиваться с таким резонансным делом. Как, допустим, не взяли Стрелкова, например. Ну что, я сюда посмотреть, не отправлю, что-нибудь делать. Надо с собой. Так, деньги в кольца, цепочки, все. Ага, эту штуку я возьму. Там пару пачек сигарет еще лежит тоже. На всякий случай. Ладно, там лежит. Вроде как. Ага, вся. Это мы внизу все досмотрим. Внизу все досмотрим.
Водичку нельзя, да? Или можно? Внизу кипяток дадим. Рюкзак. Ну, окей. Я отключусь. Да ладно, нормально все будет. 6,5 я выиграл. 6,5 говорю, я выиграл. Прям как я вчера Мы сказал. говорили насчет того, что попросит прокурор, а не по поводу итогового решения. По крайней мере, я так понял. А, ты говоришь, что ты победил, да? Он даже рабочее место поставили.